Дорогие депутаты Европарламента, для меня честь и привилегия иметь возможность обратиться к вам сегодня. Европейский парламент – это не только дом европейской демократии. Это также место, где я работала в течение 4 лет. Поэтому здесь я чувствую себя как дома среди друзей. К сожалению, наши соотечественники в Украине не могут сказать того же. Они борются за свою родину, за своих близких, за свою свободу выбирать свою судьбу. Украинские вооруженные силы оказывают ожесточенное сопротивление, которого не ожидал президент Путин. Вы, как и я, бездумно листали ленты в телефонах, так что не мне рассказывать вам о зверствах, происходящих сейчас каждый день в таких местах, как Харьков, Мариуполь, а также Киев, где многие люди остались без воды, электричества и еды. Война Путина также лишила простых россиян доступа к истине. Они живут в изолированном инфопространстве. Мы думали, что во времена, когда у нас есть интернет, это уже невозможно. Но это случилось. Нам нужно мобилизовать технологический потенциал, чтобы выиграть войну за правду. И само собой разумеется, что глобальные интернет-платформы должны сыграть огромную роль. Дорогие российские друзья, Европейский Союз не действует против вас. Наши меры направлены на то, чтобы изолировать президента Путина и его правительство, которое ведет жестокую войну против Украины. Сейчас вы видите только начало лишений, которые станут намного хуже, когда вступят в силу наши санкции. Ваше правительство уже внедряет методы, знакомые мне с советских времен, такие как, например, цензура и угроза журналистам 15-летним тюремным сроком за то, что они говорят о войне, ограничения на продажу еды, просьбы к учителям, чтобы те докладывали о политических взглядах учеников и их родителей. Евросоюз действовал с настойчивостью, уверенностью и единством, что удивило Путина, ровно как и мир. И я осмелюсь сказать, что мы удивили сами себя. Мы действительно действовали как геополитический союз. Откликнулись и наши граждане, открывая свои кошельки и сердца, принимая беженцев зачастую в свои дома, собирая еду, одежду и лекарства для бежавших с войны. Наши граждане проявляют щедрость духа, которая заставляет нас гордиться, что мы эстонцы, и тем, что мы европейцы. Я немного знаю о доброте незнакомцев. Я дочь людей, которых Сталин сослал в Сибирь. Моей матери было всего 6 месяцев, когда ее депортировали в вагоне для перевозки скота вместе с матерью и бабушкой в место, которое эстонцы называют холодной землей. Это был незнакомец, который дал моей бабушке банку молока, которая поддерживала мою мать в пути. Подгузники ребенка сушили на своей коже посторонние люди, так как это было единственное теплое место в вагоне для скота. И именно незнакомцы оказали неоценимую помощь, когда им разрешили вернуться в Эстонию. Так что можно сказать, что у нас, эстонцев, есть некоторый опыт депортации и бегства от войны. У нас также есть некоторый опыт работы с Россией, которым мы пытаемся поделиться с ЕС с момента нашего вступления. Сегодня исполнилось 78 лет, когда Красная Армия разбомбила мой родной город Таллин дотла. Но моя мама, та самая малышка, которая впервые поехала за границу в Сибирь, всегда учила меня, что невежливо говорить «я же тебе говорила». Нам придется проявить стратегическое терпение, потому что завтра мир не наступит. Россия ожидает, что мы скоро сделаем шаг назад. Как объяснил Дмитрий Медведев Путину на недавнем открытом заседании Совбеза России, цитирую, «Рано или поздно им надоест собственная инициатива. Они придут просить нас о возвращении к дискуссиям и переговорам по всем вопросам стратегической безопасности». Конец цитаты. Путин решит испытать нас, и да, мы должны будем сопротивляться. Это означает, что мы должны продолжать поддерживать тех, кто борется за независимость Украины, давая время санкциям и мерам изоляции работать на полную мощность. Здесь, в ЕС, нам нужно прилагать все больше и больше усилий, чтобы сократить нашу энергетическую зависимость от российского газа и нефти.
Поскольку мы уже взяли на себя обязательства по переходу к зеленому, это будет беспроигрышный вариант как для нашей энергетической независимости, так и для планеты. Украина подверглась нападению в 2014 году, потому что хотела присоединиться к Европейскому Союзу. 24 февраля она подверглась вооруженному нападению, потому что стремится занять достойное место среди нас. В наших интересах, чтобы Украина стала более стабильной, более процветающей и прочно основанной на верховенстве права. Но не только в наших интересах дать Украине перспективу членства. Это также является нашим моральным долгом. Украина воюет не просто за Украину, она воюет за Европу. Если не сейчас, то когда? Последнее, чем я хотел заниматься на канале, где я планировал говорить про Таллин и про городское планирование, это обсуждать какие-то внешние конфликты в других странах. Но мне кажется, что в данной ситуации гражданским долгом любого человека является попытаться разрушить монополию Кремля на правду и попытаться хотя бы переубедить людей, которые убеждены в том, что каким-то образом Россия здесь выступает в качестве защитника бедных людей на Донбассе. Поэтому изначально мы поговорим немножко о том, что вообще на самом деле произошло на Донбассе, и потом перейдем к тому, как это отразилось на Эстонии. В 2014 году в Украине произошла революция, которая началась с того, что малочисленные митинги студентов были подавлены прокремлевским неудачником с автократическими замашками Януковичем, кровавым методом и его подручным Беркутом. После этого протесты стали только набирать обороты, потому что достойным жителям Украины и Киева показалось то, что то количество насилия и крови, которое вылилось на улицы Киева, это что-то ненормальное, это что-то, с чем нужно бороться, и они посчитали своим долгом выйти против этого и попросить отставки того правительства, которое избивает их детей. После этого протесты только набирали и вылились в некое подобие гражданской войны с выстрелами, кровью и горящими покрышками. И тут сразу же прибегает российская пропаганда и начинает рассказывать то, что все митинги, Майданы в Украине устроила националистическая группа при поддержке американцев, что является полностью искусственной ложью. Были ли там националисты? Да. Были ли там нацисты? Конечно, были. Убивали ли там сотрудников Беркута? Это доподлинный факт. Да. Но при этом всем, почему же тогда я говорю, что это искусственная ложь? Во-первых, всегда интересно разобраться в том, откуда в тех или иных государствах берутся радикалы. А ответ очень прост. Обычно радикалы берутся оттуда, что государство закручивает гайки, вводит цензуру и делает всех инакомыслящих врагами государства. Обычные люди в большинстве своем крайне спокойные, пацифичные, и большинство людей не готовы на насилие, не готовы на убийство, не готовы идти жечь покрышки и бить витрины. Но когда вы лишаете таких обычных людей возможности высказывать свое мнение на выборах, возможности высказывать свое мнение в СМИ, в таком случае эти обычные люди, когда для них риски слишком становятся опасными, они уходят на второй план, они уходят из политики, они думают, что ладно, пусть без меня как-нибудь там разберутся. И на первый план выходят радикалы, которые не боятся тюрьмы, которые не боятся осуждения общественного. И обычно действие этих радикалов категорически отличается от действий обычных людей. И Украина так и не успела стать автократией. Но именно потому, что тогда, в 2014 году, все инакомыслие били дубинками и убивали беркутовцы, именно поэтому на первый план вышли радикалисты, которые были готовы дать ровно такой же равносильный отпор насилием. Америка же, как и Европа, всегда не любит вмешиваться в подобные конфликты. И оттуда взялся известный мем «Is you concerned?», который переводится как «Обеспокоен ли Евросоюз?». Они поддерживают демократические ценности на словах, но никакого физического вмешательства в себе просто не позволяют, потому что европейский избиратель не хочет, чтобы его солдаты гибли на чужой территории. И с поставкой оружия все тоже очень сложно, потому что для того, чтобы поставить оружие протестующее в какую-то страну, тебе нужно договориться со своим внутренним парламентом. Потом тебе нужно договориться с Еврокомиссией, тебе нужно договориться с ООН, тебе нужно договориться с Советом НАТО. И такие спорные решения обычно не поддерживаются. И вероятность того, что такие решения будут поддержаны, очень низка. И в отличие от России, для стран Евросоюза, Еврокомиссия, ООН и прочие органы — это очень важные места, которые принимают действительно важные решения. Это не просто какой-то фигов листик. Что касается марионеточного управления из-за рубежа, то это и вовсе полностью байки от начала и до конца, потому что любое восстание в автократичной стране российская пропаганда или пропаганда из любой другой автократичной страны подает как рука какая-то Запада, как некое вмешательство извне. То, что вот смотрите, люди там в Беларуси
жили спокойно, любили батьку, а тут они все резко в один день вышли, или там все их устраивало в Януковиче, а тут резко они вышли и выступают против него. Но дело в том, что это тоже миф просто от начала и до конца, потому что вмешательство извне противоречит просто природе протеста. Ты не можешь взять и нанять тысячи, десятки тысяч протестующих за какую-то внушительную зарплату, потому что, за маленькую зарплату вряд ли кто-то пойдет получать дубинкой по голове. За большую зарплату ты не можешь это скрыть, это будет слишком легко доказать, это будет слишком очевидно. И тем более ты не можешь каким-то тайным методом убедить большинство жителей страны, что их правитель хуже, чем он есть на самом деле. Потому что если мы говорим о том, что у нас есть некий легитимный президент, то в таком случае, где после Майдана были митинги за Януковича? Почему никто не выступал против протестов? Почему никто не вышел за Януковича? Где все эти люди? И невозможно искусственно взять и навязать какой-то режим населению целой страны, потому что у нас есть великолепный пример Афганистана, когда американцы, находясь в Афганистане десятки лет, пытались навязать там демократию, пытались навязать там европейский уклад жизни и так далее. Но как только они вышли и вывели свои войска из Афганистана, буквально за несколько недель талибы вернули себе полный контроль без единого выстрела. И это произошло не потому, что талибы всех запугали своей силой, а потому что для жителей Афганистана талибы кажутся более легитимными, чем американское правительство. И абсолютно ровно та же самая ситуация произошла бы в любой другой стране, если бы митинги и подобные протесты действительно контролировались бы с Запада. Если бы Януковича спихнула Америка, то на место Януковича пришел бы ровно такой же прокремлевский президент следующий. Или вернулся бы снова Янукович, или люди бы восстали против нового президента. Просто потому, что невозможно взять и насильно впихнуть людям те взгляды и того представителя, которого они себе не хотят. Это просто невозможно. У нас нет подобных примеров в истории. После ухода Януковича в Украине были настоящие демократичные выборы, причем аж дважды. И на обоих выборах победил умеренный кандидат. Сначала победил Порошенко, потом победил Зеленский. Оба кандидата не были прокремлевскими, но оба кандидата выступали за диалог с Россией и за прекращение войны на Донбассе дипломатичным методом. Это не были какие-то сумасшедшие националисты, это были настоящие избранники народа. И поэтому все разговоры Путина о том, что власть в Украине кто-то захватил, это просто бредни сумасшедшего. Это не имеет вообще ничего общего с тем, что там происходит на самом деле. Украина — это суверенное государство с народно избранным президентом и правительством. Точка. Конец цитаты. Когда в ноябре один из депутатов Ригикогу вернулся из Брюсселя и сказал мне о том, что если к марту у нас не начнется Третья мировая война, нам всем очень повезло. Я над ним просто посмеялся. Я подумал, что он пошутил. Когда Кая Каллас за несколько дней до нашего с ней интервью выделил дополнительных 360 миллионов евро на оборону Эстонии, я хотел при личной встрече ей на полном серьезе сказать, что Кая, вы что, это же Путин, он же просто играет мышцами. Ничего такого он больше делать не будет, потому что, этот снап со стороны Европы, кажется, что вот эти перемещения армии, это что-то страшное, это что-то опасное. Давайте мыслить рационально, камон, это же будет конец его режима. И интернет помнит все, ровно то же самое я говорил в Твиттере тоже за несколько недель до начала войны. Еще буквально 19 января я утверждал то, что Путин автократ, но он не сумасшедший. Но когда я услышал речь Путина 21 февраля, где явно уставший и не совсем адекватный дедушка с пеной у рта читает какую-то псевдоисторическую лекцию с огромным количеством логических и исторических ошибок, я очень сильно усомнился в своей правоте. В этот момент мне стало по-настоящему страшно. И спустя пару недель стало понятно, что вся война происходит не по каким-то логическим и разумным причинам. Вся война происходит из-за каких-то чертиков в голове у Путина, просто потому что он потерял окончательно сознание и понимание того, что происходит. Эта война не нужна никому. Эта война не принесет никакой победы никому. Она уже унесла десятки тысяч жизней и унесет еще десятки, если не сотни тысяч, если ее не остановить немедленно. И потери российской стороны, исходя из тех данных, которые у нас есть, кажутся просто колоссальными, потому что для тех, кто разбирается в истории России, все знают, насколько трагичной была история и война в Чечне, когда за год погибло 7 тысяч российских солдат. И одной из побед Путина считалось именно прекращение войны в Чечне, когда за год погибло 7 тысяч солдат. За первые 2 недели войны в Украине, по данным украинской стороны, российская армия потеряла уже 13 тысяч человек. То есть, опять же, по украинским данным, да,
но за первые 2 недели они потеряли в 2 раза больше, чем за всю Чеченскую войну. И мы не можем полностью доверять этим цифрам украинской стороны, просто потому что война, она всегда в том числе и информационная. Но те же цифры подтверждаются и другими источниками. Те же цифры подтверждаются The New York Times. Те же цифры подтверждаются The Bellingcat, и лично главный редактор, главный расследователь The Bellingcat Христо Гроздев говорит, что потери в 10 тысяч человек являются очень близкими к реальности. И, конечно, вы можете сказать, что эти хохлы врут, Христо Гроздев это вообще агент ЦРУ, и вообще с чего бы нам им верить? Но тогда ответьте сами себе на вопрос. А с чего бы нам вообще верить Министерству обороны России? С чего бы нам верить государству и органу, который занимается десятилетиями тем, что врет? Причем врет не просто вот когда-то там они сказали одно, а через много лет оказалось другое. У них версия меняется изо дня в день. Они обещали не вторгаться в Украину. По итогу они в нее вторглись. Они обещали наносить удары только по военным объектам. По итогу весь центр Мариуполя и Харькова в руинах. Они обещали не убивать мирных жителей. По итогу мы знаем, что в Мариуполе погибло уже больше 2500 мирных жителей. Они обещали просто защищать ЛНР и ДНР. По итогу оказалось, что это все операция по денацификации Украины и свержению ее правительства. Потом они говорят, что нет, мы не собирались свергать правительство, это не входило в наши планы. Потом они говорят о том, что, на самом-то деле, это там все просто хохлы разрабатывали какое-то биологическое оружие против этнических русских. У этой организации версия происходящего меняется просто от дня ко дню. Каким образом вы находите в себе возможность вообще ей как-то доверять? И вся вот эта новостная повестка очень сильно напоминает ситуацию с Навальным, когда нам с первых же часов поступила версия от врачей, то, что, скорее всего, это было некое токсическое отравление. И потом сторона Навального, его семья, его коллеги и все либеральное медиа настаивало на одной и той же теории, то, что Навального отравили. В то время как у российской пропаганды версия менялась просто от часа к часу. То он перепил самогона, то он плавал в какой-то речке, то он кололся наркотиками, то ему что-то подсыпали в чай, то он сам себя отравил, то его отравила Мария Певчих, то его отравили в Германии, то его вообще не травили, это все фейк. На самом деле, вопреки общему мифу о том, что в России есть некий комитет правды, как был в Советском Союзе, на данный момент в России пропаганда очень сильно децентрализована. И поэтому каждый просто придумывает версию, на что он вгораст. И получается то, что в одних и тех же прокремлевских СМИ просто звучат миллион разных версий. Ну, а если мы даже станем такими на секунду наивными, мы представим, что действительно Минобороны говорит правду, то спустя неделю этой военной спецоперации в Украине по официальным данным Минобороны России погибло 500 российских солдат. Прошло 2 недели, можем смело умножить цифру на 3. Получается, что за эту спецоперацию погибло, по официальным данным, примерно плюс-минус 1500 человек. 1500 российских солдат. Ради чего погибли эти 1500 российских солдат? Ради чего 1500 российских семей лишили своих детей? И ради чего 1500 российских матерей лишили своих сыновей? Ради чего? Ради того, чтобы денацифицировать страну, в которой президент еврей? Ради того, чтобы выкинуть наркоманов из Бандера-Мобиль? Ради чего? Бендеровцы и неонацисты, неонацистам и бендеровцам, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Может быть, все-таки ради того, чтобы получить вот эту легкую победоносную войну, как была в Крыму без единого выстрела, но не получилось. Ради чего погибли все эти люди? Я не знаю, ровно как и не знает абсолютно никто, кроме Путина и его больного воображения, потому что этот человек находится просто не в адеквате. Шайкой наркоманов и неонацистов. И если верить официальной позиции Кремля, изначальной, да, она меняется каждый день. Я не знаю, что к моменту выхода видео, какая у них будет новая позиция. Возможно, там, я не знаю, украинцы решат зомбировать россиян через 5G сотовую связь. Я не знаю, какая будет новая версия. Но по изначальной версии это вообще все началось для того, чтобы защитить жителей ДНР и ЛНР. Потому что ужасные украинцы просто устраивают геноцид и уничтожают целый регион 8 лет. Давайте ретроспективно вспомним, что вообще происходило в Донбассе последние 8 лет и откуда вообще эта проблема взялась. 8 лет назад я был за партой в 6 классе, поэтому я думаю, отвечать на вопрос, где лично был я и почему я не выражал тогда свою позицию, это очень бессмысленно. Но 8 лет назад под шум происходящего в Майдане
А Россия сначала беспрецедентно отжала просто Крым, в наглую введя туда войска, проведя нелегитимный референдум, который нелегитимен даже по правилам Российской Федерации. Для того, чтобы провести референдум и переименовать условную деревню, нужно несколько месяцев. Нужно, по-моему, то ли 3, то ли 6 месяцев просто на разъяснительную работу, для того, чтобы обе стороны у данного референдума смогли представить достаточно свою позицию. Тут же за буквально несколько недель мы присоединили целый полуостров без согласия второй стороны. То есть этот референдум был нелегитимен даже по законам России. А 8 лет назад, когда в Украине не было нормального управления, не было нормальной регулярной армии, Россия снабжала оружием сепаратистов из Луганской и Донецкой областей, которые тогда под предлогом того, что их хотят как русских уничтожить, у них хотят отнять их язык, их хотят лишить их национального единства, и их хотят из русских сделать в украинцев, они хотят отделиться. И для российского обывателя эта этническая карта звучит действительно устрашающе, логично, то, что у людей пытаются, представляете себе, отнять этническую принадлежность, у людей пытаются отнять их родной язык. Это действительно звучит очень страшно и ужасающе, и понятно их желание отделиться. Живя я в России, я бы мог в это поверить тоже. Но только живя в странах Балтии, мы понимаем, насколько эта этническая карта является полной брехней, потому что ровно все то же самое российская пропаганда пытается разыгрывать на территории Латвии, Эстонии и Литвы. Ровно ту же самую историю про то, что русских здесь ущемляют, ненавидят и пытаются их прищемлять и отнять у них их принадлежность, их язык. Ровно все те же самые истории мы слышим здесь каждый день. Я являюсь гражданином Эстонии всю свою жизнь. Всю свою жизнь я живу в Эстонии. При этом всем я слушаю много русской музыки. Я смотрел, пока их не заблокировали, русских блогеров. Я читаю много русскоязычных СМИ. Я считаю себя русским, и мой родной язык тоже русский. При этом всем за все 20 лет, что я здесь живу, почему-то я никогда не встречал никакого ущемления в свою сторону. Где оно? Пожалуйста, объясните. Может быть, я живу не в том районе. Может быть, я хожу не по тем улицам. Может быть, я живу не в Эстонии. Возможно, меня обманывают. Но почему я этого всего не вижу? За 20 лет, живя в Эстонии, я столкнулся с таким национализмом и пренебрежительным к себе отношением один раз в комментариях в моем ТикТоке, когда какие-то националисты пришли и сказали мне то, что я сибуль и не имею права критиковать Таллин, потому что вообще говорю по-русски. И после этого пришло на одного такого дурака приходилось 3, 4, 5 нормальных эстонцев, которые их убеждали потом в том, что они не могут такое говорить, и то, что человек может говорить и высказывать свое мнение так, как он хочет, и где он хочет, на каком языке он хочет. Да и вообще, о чем речь? У меня есть множество эстонских знакомых, у меня есть множество эстонских друзей. Среди них есть депутаты, среди них есть министры и бывшие министры. Более того, даже когда я прихожу в эстонский парламент и встречаюсь глазами с депутатами консервативных партий, которые еще несколько лет назад называли русских паразитирующими тиблами, они со мной здороваются и улыбаются мне. То есть, если даже на таком уровне я не чувствую никакого прищемления, на каком уровне я должен его почувствовать? Премьер-министр, зная то, что я русский, дает мне интервью на английском, не задавая лишних вопросов, не пытаясь меня ущемить в том, что почему ты меня спрашиваешь вопросы на английском, а не на эстонском, мы находимся в Эстонии. Даже на таком уровне я не чувствую никакого ущемления. Я даже не хочу разбираться в том, что было на самом деле тогда в Украине, в Донбассе, просто потому что это калька один в один того, что происходит в Эстонии. Ровно такие же истории я слышу от своих знакомых из России, которые мне рассказывают, что подожди, а разве в Эстонии не прищемляют русских? А разве в Эстонии нету языковых патрулей, которые наказывают за использование русского языка? Ровно все те же самые байки я слышу здесь, в Эстонии. И мне не нужно даже разбираться в том, что происходит на самом деле в Донецкой области. Просто потому что я понимаю, что это ровно такая же брехня. И ЛНР и ДНР изначально были сформированы только потому, что Российская Федерация поставляла туда вооруженных лиц и поставляла туда оружие. Если бы Путин не поставлял немытым сепаратистам в лучшем случае средним образованием оружие, тогда бы никто не узнал название города Горловка. Оттуда не приходилось бы никого спасать. И люди в Донбассе сейчас бы жили так же, как люди живут в Украине, а возможно даже лучше, потому что это был один из самых богатых регионов. Один из самых богатых регионов Украины сегодня находится просто в нищете. А зарплата в $100 там считается нормальной, а $200 это вообще просто предел мечтаний. Русский мир принес людям то, что они в месяц зарабатывают меньше, чем я в день. Такого русского мира вы хотите? То есть вот это называется любовь к русским.
обрекать людей на нищету. Прекрасный русский мир, прекрасная любовь. В Украине существует демократия, в Украине существует настоящий работающий парламент. И о всех своих внутренних разногласиях жители любых областей Украины могли договориться мирным путем в своем же парламенте. Потому что как это работает? Если кто-то с чем-то не согласен, вы выбираете людей, с которыми вы согласны в правительство. И эти люди, которых вы выбрали, представляют ваши интересы. Подобные сепаратистские настроения были тогда и в других регионах. В Одесской области, в Херсонской области, в Харьковской области. И тем не менее эти города не отделились. Сегодня они жили до того, как пришел Путин их спасать от бандеровцев на бандеромобилях, эти города жили спокойную жизнь, они развивались. И пусть они жили не самую богатую жизнь, да, Украина не самая богатая страна, но они имели право на будущее, у них было будущее. И ровно такое же будущее было бы у жителей Донецка и Луганска, если бы в свое время Путин не решил их спасти от ужасных украинцев. И всю эту боль и страдания мирным жителям в ЛНР и ДНР принесли именно Путин и русский мир. Именно ради создания вот этой телевизионной картинки о том, что смотрите, какие мы молодцы, мы защищаем бедных несчастных русских в Украине от ужасных украинцев-фашистов. Именно ради этой картинки Путин отнял у миллионов людей жизни и будущее. И тем не менее сразу приходит аргумент: но ВСУ же там убивало людей, ВСУ там убивало мирных жителей. Да, безусловно, на любой войне любая вооруженная сила так или иначе убивает мирных жителей. Но только тут стоит всегда смотреть в корень, почему это произошло. Это происходило потому, что те же самые боевики, ради той же самой телевизионной картинки, и даже есть вот эти на ютубе, поищите подборки, как сначала приходит с камерами Первый канал и с ополченцами стреляет из окон мирных жителей, а потом в окна этих мирных жителей прилетают бомбы. Здравствуйте. Жить здесь не боитесь? Нет, не боюсь. Этажом выше работает сейчас АГС, это автоматический гранатомет в сторону аэропорта, потому что там активизировалась украинская армия. Потому что ополченцы использовали мирных жителей как просто защитный щит. Они стреляли из их домов, чтобы спровоцировать выстрел по мирным жителям, и для того, чтобы по ним не стреляли в ответ. И опять же, давайте вот на секунду представим, что мы вот эти самые зомбированные человечки, и мы вот верим в то, что действительно все хорошо, не было там никаких сепаратистов, не было там никакой помощи Путина, действительно просто пришли вот ЛНР и ДНР, сказали, что все, мы не хотим быть в Украине, мы уходим. Что должна была сделать Украина? Украина должна была махнуть ручкой и сказать: ну, конечно, да, прощайте, идите без каких-либо проблем. Они не должны были защищать свою землю, они не должны были защищать людей, которые с этим не согласны. Они не должны были защищать украинских граждан, которые там находились. Что должна была сделать Украина, по вашему мнению? Или давайте представим, интерполируем эту ситуацию на Россию. Приходят Курильские острова и говорят: знаете, нам надоело жить в нищете, мы хотим в Японию. Или приходит Карелия и говорит: знаете, нам надоела коррупция, мы хотим назад в Финляндию. Или приходит Калининград и говорит: чуваки, знаете, у вас тут, конечно, хорошо, Путин, сила, все дела, мы хотим назад в Германию. Что сделала бы в этом случае Россия? Вы серьезно верите в то, что Путин бы пришел и сказал: да, мы уважаем волеизъявление граждан нашей страны, мы уважаем эти регионы, мы их, конечно же, отпускаем назад туда, куда они хотят? Я скорее поверю в то, что Путин скинет на эти регионы ядерную бомбу, чем что он их отпустит назад в страны, из которых они пришли. Ну и под конец всю несуразность и несостоятельность этого аргумента про то, что Путин просто пришел защищать русских, то, что вот по-другому он не мог. Он пришел защищать русских, чтобы они больше не погибали, чтобы остановить этот геноцид. Полностью этот аргумент уничтожает доклад ООН, из которого следует то, что за 8 лет боевых действий в этих областях погибло 13 тысяч жителей, 13 тысяч человек. То есть за первую неделю, за первые 3 недели войны, если верить данным украинской стороны, за первые 3 недели этой войны Путин убил больше русских, чем погибло на Донбассе за 8 лет. 3 недели и 8 лет. И еще абсурдней, казалось бы, уже абсурднее некуда, но еще абсурднее этот аргумент становится тогда, когда мы смотрим на цифры погибших в этих регионах. Когда мы смотрим на цифры, на какой год пришло сколько смертей, мы видим, что первые 2 года были действительно кровопролитными. В 2014 году там погибло около 2100 человек. В 2015 году погибло почти 1000 человек. Но когда мы смотрим на 2019 год, в 2019 году там погибло 25 человек. И по докладу все того же ООН следует то, что из этих 25 человек
около 40% погибло по не связанным с войной причинам. То есть ради того, чтобы остановить вот эти 20 смертей в год, мы решили убить 14 тысяч, 13 тысяч русских военных за 3 недели. Это просто замечательный план, надежный, как швейцарские часы. По данным Горсовета Мариуполя, за первые 3 недели боевых действий в городе погибло 2500 мирных жителей. За 3 недели в Мариуполе, только в одном Мариуполе, мы не берем Херсон, мы не берем Харьков, мы не берем Киев, мы не берем другие города и деревни. Только в одном Мариуполе за 3 недели погибло больше мирных жителей, чем за весь 15-й год, самый кровопролитный год, на Донбассе. Кого Путин защищает? От кого он защищает и кого? Как можно защищать людей, убивая их? И эти 2500 человек — это не какие-то бандеровцы, это не какие-то укрофашисты, это не какие-то националисты и убийцы русского населения. Это ровно такие же русские люди, как вы, потому что Херсон, Харьков, Мариуполь и так далее — это самые русские регионы Украины. Там до 90% населения говорит на русском как на родном. Путин просто убивает русских сейчас, причем не военных, а именно мирных. Ровно так же, как вы смотрели на Новый год обращение президента. Они ровно как вы пили шампанское, ели оливье, смотрели салюты. Они смотрели ровно те же сериалы, ровно те же фильмы, ровно те же самые исторические фильмы. Они изначально, многие из них жили в одном государстве. Многие из них родились в Советском Союзе вместе с вами. Сейчас Путин убивает не укрофашистов, сейчас Путин убивает русских в Украине. Очнитесь сейчас, потому что если вы не очнетесь сейчас, вы очнетесь тогда, когда начнется курс депутинизации, ровно такой же, какой происходил с другими великими правителями России. Какой был с Лениным, какой был со Сталиным, какой был с Брежневым и какой будет с Путиным. Вы очнетесь рано или поздно, только сейчас вы можете очнуться все еще достойным человеком. Если вы очнетесь потом, то вы очнетесь человеком, и вы очнетесь ровно в такой же ситуации, какой очнулись немцы в 50-е годы, когда из славной нации, которая борется за чистоту крови и за великое будущее немецкой нации, они оказались народом, который просто убил миллионы, десятки миллионов людей из-за их цвета глаз. Ровно как многим немцам в свое время пришлось жить с осознанием того, что они были пособниками фашизма и пособниками Освенцима, ровно так же вам придется жить с той мыслью, то, что вы были пособниками братоубийства, то, что из-за вас погибли десятки и сотни тысяч просто украинцев, которые с вами похожи как 2 капли воды. Дорогие господа, просто очнитесь. Очнитесь. И еще раз, в Украине нет никаких нацистов. Украину никто не захватывал. Там легитимный президент. И никто не хочет бежать из Украины в Россию. И это очень хорошо видно по карте миграции. Картинка, которую я сейчас показываю, это достаточно уже устаревшая картинка. Она появилась еще в первую неделю боевых действий. Сейчас цифры там гораздо больше. Но даже из этой картинки видно то, что в Румынию бежит больше людей, чем в Россию. В Молдову бежит почти в 2 раза больше людей, чем в Россию. В Польшу бежит в 20 раз больше, чем в Россию. Куда угодно люди бегут, но только не в Россию, потому что никто не хочет бежать в страну, которая напала на них. Никто не хочет бежать в страну, которая убивает их родственников, друзей, бомбит их города. Россия никого не освобождает. Россия уничтожает украинскую инфраструктуру и занимается настоящим геноцидом украинского народа. И практически все ватники, которые так сильно обожают своего великого вождя Путина, практически все они обожают параллельно с этим сериал «Сваты». Прекрасный сериал «Сваты». Вот только до вас все никак не дойдет. То, что сериал «Сваты» придумал и спродюсировал Зеленский. Его имя везде красуется в титрах. А разрушил этот мир, в котором сериал «Сваты» был снят, когда русские, белорусы и украинцы, это было просто 2 капли воды. Это были люди с одними интересами, с одной историей, с одними проблемами. Этот мир разрушил Путин. Именно этот человек разрушил тот уклад, который отражен в вашем любимом сериале. Почему до вас это все никак не дойдет? И еще раз, я вас просто умоляю, опомнитесь, потому что гораздо страшнее будет признаваться в том, что вы ошибались потом. Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы признаться, что вы были одурачены пропагандой. Нет ничего страшного в том, чтобы признаться, что вы симпатизировали Путину. Это нормально. Люди бывают наивными, это заложено в нашей природе. И нет ничего страшного в том, чтобы признаться себе и окружающим в том, что вы ошибались. Гораздо страшнее потом оказаться пособником этого государственного терроризма.
И меня не удастся обвинить в русофобии, не только потому, что я считаю себя русским. Вот этот аргумент, что если я русский, я не могу быть русофобом, это идиотский аргумент. Но потому, что я годами занимаюсь тем, что пытаюсь переубедить свое окружение в том, что понятия «Россия» и «русские» — это не торжественные понятия. Понятия «Путин» и «русские» — это абсолютно разные вещи. И мне бы очень не хотелось, чтобы сейчас в кенселинговом угаре мы пришли к тому, что начали бы отменять все русское, потому что абсолютно понятно желание отменить российские компании, абсолютно понятно желание задушить российскую экономику, абсолютно понятно желание покончить, наконец, с режимом Путина. Но при этом всем нет никакого смысла отменять Мумитроля и Гоголя, просто потому что они разделяют тот же самый язык, что и Путин. И благо, вроде как, в этот раз это все понимают, в том числе и в США, и в Европе, потому что все лидеры в своих речах очень четко разделяют путинский режим и россиян. И я понимаю, что есть очень большой соблазн посмотреть на рейтинг Путина и сказать, что смотрите, вот сколько людей его поддерживает, а значит, что россияне и русские за войну и так далее. А этим очень часто любит заниматься наш бывший президент, многоуважаемый Томас Хендрик Ильвес. Но я как спорил с ним в Твиттере, так и буду продолжать это делать, потому что, на мой взгляд, большинство людей, я в этом глубоко убежден, что большинство людей хорошие внутри. Большинство людей живут по христианским ценностям. Не своруй, не убей, не обмани, не предай и так далее. И большинство людей, если бы они не были таковыми, наше общество просто превратилось бы в анархию, если большинство людей не соблюдало христианские ценности. И я глубоко убежден, что если люди выступают за войну или за что-то подобное, то они это делают не потому, что они злые, плохие или еще что-то. Скорее всего, у них просто нет той информации, которая есть у вас. И картина мира, которая есть у них в голове, она отличается от вашей. Просто в их понимании, то, что в вашем плохо, в их хорошо. И нужно работать с людьми, не нужно просто говорить, что если ты поддерживаешь Путина, то ты, значит, убийца, ты ублюдок и так далее. Нужно объяснять людям, почему это так. И очень сложно не согласиться с той мыслью, что в информационный век твое незнание – это твоя вина. То, что в эпоху, когда нам доступна вся информация, если ты что-то не знаешь и ты в чем-то не разбираешься, то исключительно ты в этом виноват. Потому что, действительно, у всех есть доступ в интернет. Но при этом всем вы должны понимать, что об этом очень хорошо рассуждать и очень легко рассуждать, когда ты дипломат или бывший политик, или ты сидишь у себя на пенсии в особняке, и у тебя есть время и желание об этом всем подумать. Когда ты обычный россиянин, который впахивает какие-то копейки, потом едет по пробкам и пыльным улицам домой, забирает своего сына из какой-то пошарпанной школы, приезжает в свою маленькую двухкомнатную квартиру, где живет 4 человека, ест не самые свежие продукты, и потом у тебя остается 3 часа на отдых, тебе некогда разбираться в том, что на самом деле происходит. Тебе некогда сравнивать источники информации. Тебе некогда учить английский, чтобы иметь возможность читать западные СМИ. Ты обычный человек, который этим всем не интересуется. У тебя нет на это ни сил, ни времени. И обычный россиянин, он просто садится перед телевизором, включает первую кнопку, которая там попалась, и смотрит, что ему там рассказывают. Почему у него должно закраться сомнение? В российских школах, насколько мне известно, не учат критическому мышлению, ровно как и не учат в эстонских школах. И мы не можем обвинять обычного вот такого Васю или обычного Ваню из условного Саратова в том, что он наивен. Потому что, опять же, очень легко об этом всем рассуждать вот на поверхности, когда мы живем в Эстонии, мы живем в свободной стране, где у нас есть свобода слова, где у нас есть свобода волеизъявления, где мы можем этими мыслями делиться, не боясь того, что нас за это посадят. Очень легко об этом всем рассуждать и философствовать. Но когда ты живешь в стране, когда ты еле-еле сводишь концы с концами, тебе некогда разбираться, и у тебя нет желания или нужды, понимания вообще, зачем это нужно, разбираться в ситуации. И поэтому даже если какие-то россияне сейчас поддерживают Путина, скорее всего, они это делают не от хорошей жизни, они это делают потому, что Путин не оставил им возможности разобраться в том, что происходит. И мы это очень хорошо видим на уровне состоятельности городов, их благополучия и уровне поддержки Путину. Мы видим то, что чем хуже живут регионы, тем больше там поддержка власти. В условном Махачкале, где просто невероятно низкий уровень жизни, где улицы похожи реально на африканское гетто, где какие-то трущобы, где мусор валяется, где просто какие-то полигоны мусора, и люди выбрасывают мусор в окно, там невероятно высокая поддержка у Путина. При этом всем в Москве, которая является самой зажиточной, в которую направляются все денежные потоки со страны, в Москве поддержка у Путина ниже, чем в любом другом регионе. О чем это говорит? О том, что чем люди лучше живут, тем больше у них возможностей и времени для того, чтобы разобраться в ситуации. И когда люди сводят концы с концами, им некогда до этого разбираться. Поэтому
прекратите обвинять обычный народ. И более того, очень смешно наблюдать, как те же самые люди, которые говорят, что Путин фальсифицирует все рейтинги, не фальсифицируют опросы о своей поддержке. Вы серьезно? То есть вы одним и тем же источникам доверяете, когда вам удобно, и не доверяете, когда вам неудобно. Когда Путин на выборах получает 70%, вы говорите, Путин накрутил. Путину подрисовали результаты, это не настоящий результат. При этом всем, когда выходит опрос с его доверием, и там 70% выступает за поддержку Путина, вы говорите, это все ужасные россияне действительно ему доверяют. Вы определитесь, так у него есть эти 70% или этих 70% все-таки нет. И даже если мы представим, что все-таки эти опросы, они настоящие, если мы представим, что эти опросы, они действительно честные, вы понимаете, что эта выборка не репрезентативная, потому что те, кто с Путиным не согласны, они уезжают из России. Они находятся в Европе, они находятся в США, они находятся в Эстонии. Они не находятся в России. И когда вы спрашиваете тех, кто остались там, что они думают о Путине, почему вы вдруг ожидаете то, что вы увидите оппозиционное голосование? Вся оппозиция свалила за границу. Однако мы уже сейчас видим, что тот режим, который Путин строил годами, уже разваливается и трещит по швам. Ровно как предсказывал я, ровно как предсказывали абсолютно все другие политологи, потому что это единственный логичный исход подобной войны, которая никому, кроме Путина, не нужна. Тот режим, который мы знали, информационную автократию, которую мы знали, которая строилась на том, что элиты воруют в России, а тратят за границей, она больше не существует. Больше такой картины мира не складывается. Грустный Владимир Соловьев сидит в прямом эфире и плачется с экспертами о том, что операция провалена. Или для того, чтобы получить от Зеленского признание Крыма, надо было положить более 500 солдат и офицеров? Яковлевич, Кто-нибудь может... и так настроение тяжелое. Ты сейчас меня своим пессимизмом совсем в грусть вгоняешь. Вы можете представить себе, что еще пару месяцев назад Дерипаска, один из самых лояльных олигархов Путина, будет репостить в своем телеграм-канале видео Навального? Вы можете представить себе такую ситуацию? Вы можете представить себе ситуацию, чтобы Иван Ургант выходил и выступал против действий власти? Чтобы, я не знаю, Нагиев выходил и выступал против действий власти? Чтобы на Первом канале люди с плакатами выбегали в прямой эфир? Вы можете представить себе такую ситуацию еще несколько месяцев назад? Я почему-то себе такую представить ситуацию не могу. И это только сейчас, это только самое начало, до тех пор, пока санкции еще не вступили в силу, грубо говоря, потому что они еще не успели сказаться на пустых полках, они еще не успели сказаться на благосостоянии россиян. И те самые элиты еще даже до сих пор не опомнились и не поняли, в какой новой реальности они оказались. То, что мы увидим через месяц, не может сказать никто, потому что это максимально непредсказуемая ситуация на данный момент. Режим Путина находится к своему развалу как никогда близко. И если еще буквально несколько месяцев назад он был просто солидным камнем, который казался, что он навсегда, он никуда не денется, он никаким образом не развалится, никуда не уйдет, сейчас такой уверенности нету ни у кого. И тут хочется вернуться к речи Каи Каллас и особенно откликнувшимся во мне куском. У нас также есть некоторый опыт работы с Россией, которым мы пытаемся поделиться с ЕС с момента нашего вступления. Но моя мама, та самая малышка, которая впервые поехала за границу в Сибирь, всегда учила меня, что невежливо говорить «я же тебе говорила». Страны Балтии предупреждали Европу годами и десятилетиями о том, что если допускать такие мелочи Путину и позволять ему прощупать почву, как война в Грузии, как сворование Крыма, как малазийский Боинг и прочее, если мы будем позволять ему это по чуть-чуть, в какой-то момент он придет с войной в Европу. Нас не слушали. Благо, хоть послушали сейчас. И если прыщ начинает болеть, то значит, скорее всего, он скоро пройдет. И я очень надеюсь, что в конце 2022 года мы больше не услышим речь Путина со словами про то, что это был очень тяжелый год. И я очень надеюсь на то, что в ближайшее время Россия снова откроется и станет свободной, а я смогу снова увидеть своих друзей из Москвы и Петербурга, по которым я давно скучаю, которых я давно не видел. Я очень надеюсь, что Россия станет полноценным членом мирового общества. И то, что россияне и русские заслужили и наконец-то получат нормальное демократическое правительство. Наконец-то получат развитие и шанс на достойную жизнь. Шанс на достойную жизнь внутри России. Без надобности уезжать в США и Европу. Но на данный момент это всего лишь надежды. Будем надеяться, что они оправдаются.
А теперь поговорим о том, как это сказалось на Эстонии. Больше всего Эстонию коснулось 3 новости. Это запрет российских каналов, украинские беженцы и цены на топливо. Дискуссия о закрытии российских каналов шла за месяц до этого, когда мы говорили о том, что, возможно, нам стоит закрыть российскую пропаганду по примеру того, как это сделали в Латвии. Но еще буквально месяц назад премьер-министр Кая Каллас высказывалась об этом следующим образом. Будет ли это работать и разумно ли это? Конечно, вопрос о каналах стоит, но разжигание ненависти – это вообще проблема. Я не говорю о русскоязычных, а в целом разжигании ненависти. Этого хватает и во многих эстонских социальных СМИ. Однако, после начала боевых действий в течение 24 часов были заблокированы все пропагандистские каналы, в том числе РТР «Планета», «Россия-24», РТВ, РЕН-ТВ, НТВ и РБК, чему русскоязычные жители Эстонии, конечно же, оказались недовольны. И тут на поверхность в очередной раз выходит полный провал целых поколений эстонских политиков в работе с русскоязычным населением, потому что сегодня русскоязычное население в Эстонии, которое живет в Ласнамяе, которое живет в Идавирума, это абсолютно другая планета, это некое другое измерение, которое практически никак не пересекается с остальной Эстонией. И люди, живущие там, не ассоциируют себя с Эстонией и с открытыми ртами скорее послушают то, что им скажут в телевизоре, чем то, что они прочитают в новостях. Дорогое правительство, в особенности центристская партия, вместо того, чтобы поколениями заниматься своим лживым популизмом, пройдитесь по Ласнамяе, поговорите с людьми, узнайте, что их беспокоит. Съездите в Идавирума, поговорите с людьми там, узнайте, какие у них проблемы, о чем они думают. Потому что я знаю, о чем они думают. Я живу в Ласнамяе, я вырос в Нарве. И я знаю этих людей, я знаю, что их беспокоит, и я знаю эту повальную неприязнь к Эстонии. И даже самые правильные решения, которые происходили, за 30 лет так никто и не удосужился и не смог объяснить нашим русскоязычным жителям. И даже какой-нибудь условный сланцевый переход, когда мы решили закрыть и начать сворачивать сланцевую энергетику, он понятен мне, он понятен всем, кто знаком с зеленым поворотом, он знаком и понятен всем эстонским политикам, но он не понятен русскоязычному населению в Идавирума, потому что для них это выглядит так, как будто вы просто плюете им в лицо и отнимаете у них работу. Никто за 30 лет так и не удосужился объяснить, зачем это нужно и почему это делается. Мы годами игнорируем эту проблему, закрываем глаза и надеемся, что она просто уйдет сама по себе. То, что вот сейчас поколение сменится, и эта проблема уйдет. То, что она уйдет с предыдущим поколением, которое воспитано в Советском Союзе, и что новое поколение русскоязычных эстонцев, оно другое. Но проблема в том, что эта проблема не решается сама по себе. Я общался с молодыми русскоязычными в Идавирума, я общался с русскоязычными в Нарве, я общался со своим поколением. И это поколение несет и транслирует ровно все те же мысли и ровно всю ту же самую позицию, что и их родители. Эта проблема не решится сама по себе со временем. До тех пор, пока мы закрываем на нее глаза, и до тех пор, пока мы не общаемся с русскоязычным населением на их языке, эта проблема будет оставаться. И эта проблема как никогда сейчас опасна и важна, потому что это не просто огромные потерянные ресурсы, когда мы игнорируем сотни тысяч наших жителей, когда сотни тысяч наших жителей вместо того, чтобы заниматься высокопроизводительным трудом, зарабатывать капитал в стране, наращивать свое благополучие, они жалуются на то, что у них закрывают заводы и строят только продовольственные магазины. Когда целый регион не имеет никакого производства, не имеет IT-сектора, не имеет ничего и выживает за счет остатков того, что еще не умерло с советских времен, и, опять же, работы в продовольственных магазинах. Это огромная потеря капитала. Но помимо огромной потери капитала, в 2022 году, когда у нас есть такой кризис, это может вылиться в огромный внутренний кризис, по примеру Донбасса, потому что ничего сейчас не мешает прийти Путину в Идавирума и сказать, что смотрите, здесь местных русских обижают, смотрите, здесь 90% русских, в Нарве 95% населения русскоязычное, смотрите, их обижают, и мы их сейчас заберем. И вы не сможете никому потом доказать то, что это было не так. Вы не сможете доказать то, что никого там не обижали. Потому что для российского зрителя это будет выглядеть именно так. И, конечно, в случае с Эстонией этому помешает НАТО. Украина не состоит в НАТО. Но, тем не менее, сам факт того, что у нас есть огромное количество жителей, которые с огромной радостью променяют Эстонию на Россию, это огромная опасность внутри государства. Мы должны жить наконец-то вместе. И я обращаюсь к русскоязычной части нашего населения. До тех пор, пока вы позволяете им себя обманывать, до тех пор, пока вы за них голосуете, и до тех пор, пока вы верите этим лживым обещаниям, то, что они о вас заботятся, этой лживой псевдозаботе, они на самом деле разделяют вас и ваших детей от эстонского населения.
И эстонское население — это не какое-то другое население, не какое-то плохое население. Опять же, у меня много эстонских знакомых. Они ровно такие же замечательные, добрые, открытые люди, как и мы. Они практически ничем от нас не отличаются. Но мы живем с ними в абсолютно разных мирах. Потому что изначально с самого детского сада нас разделяют в разные школы, в разные детские сады. И я на том, может, бесконечно долго говорить, что сегрегация — это когда принудительно разделяют. Но в моей школе, в моей параллели из 100 учеников было 0 эстонцев. 0. И поэтому, да, наверное, принудительно никого не разделяют. Но фактически мы видим то, что мы практически на 100% разделены. И до 20 лет, и там до университета мы живем в абсолютно разных мирах. Русские дети не понимают, зачем им нужен эстонский в Эстонии. Это ненормально. Мы должны все сосуществовать, мы должны дружить, мы должны общаться, мы должны работать вместе. И пока вы верите популистам из центристской партии, которые вам лгут, то, что они о вас заботятся, и они якобы защищают ваши интересы и оставляют русскоязычные школы, на самом деле мы давно могли бы сделать совместные школы. Даже не обязательно поддерживать реформистов в этом вопросе. Я, например, не поддерживаю реформистов в вопросе русского образования. Я не считаю, что нужно закрыть все русские школы и все перевести на эстонский. Нужно создать так называемый КОС и ПИВКОЛь, когда в школах учатся и русские, и эстонцы вместе. Они учат на своих языках, но они вместе учатся, они сосуществуют. Они видят друг друга, они с друг другом общаются, они вместе играют в футбол. Они могут и имеют возможность научиться языку и освоить язык, который является в Эстонии государственным, на должном уровне к моменту окончания школы. После этого они могут поступить в университет, где бесплатно получить образование за те деньги, которые вы же заплатили в налоги. Потому что сегодня огромное количество русских детей не идет в университеты просто потому, что они не знают эстонский язык. Вы заплатили за образование эстонских детей, потому что для них оно бесплатное. А для ваших детей оно либо закрыто, либо за деньги на английском. Такой заботы вы хотите? Задайтесь этим вопросом, пожалуйста. Возвращаясь к вопросу блокировки каналов, я был и остаюсь против их ограничения, потому что нет никакой причины отбирать у условных бабушек их любимую мыльную оперу. Достаточно было ограничить именно показ новостных передач, запретить именно новостные передачи. Именно об этом говорят вам люди. Если вы посмотрите опрос ЕРР, который он провел буквально неделю назад, люди в Таллине, в самом проэстонском регионе, говорят о том, что я очень плохо отношусь к отключению российских каналов. На самом деле нам не хотят говорить правду. Я отношусь к этому отрицательно. Скажем так, русская публика будет получать мало правдивых новостей. И об этом я и говорю, то, что когда вы просто ограничиваете каналы русскоязычных, они не начинают доверять вам больше. Они начинают верить больше эстонским новостям. Они думают, что вы их пытаетесь оградить от правды, потому что пропаганда их к такому готовила. Пропаганда им говорила о том, что если вас отнимут нашу информацию, то что, смотрите, в Европе хотят запретить русские каналы, потому что мы говорим правду, которую они не хотят слышать. Их к этому готовили. И когда вы отключаете их каналы, они лишний раз в этом убеждаются. Вы не переубеждаете их, вы не меняете их мнение. Для того, чтобы поменять их мнение, можно было бы, я не знаю, проводить, например, параллельно с этими новостями, оставлять последнее слово за собой. Например, идет выпуск новостей, и после него идет выпуск разбора той лжи, тех неправдоподобных фактов, которые были. Либо, опять же, просто вырезать новости, не вырезать все каналы, не вырезать русские передачи, потому что вы лишний раз отвращаете людей от себя. Это не вызывает доверия и не помогает в кризисную ситуацию. Беженцы всегда были очень чувствительной темой, потому что каждый раз, когда заходила тема о беженцах, сразу появлялись нацисты, фашисты и прочие товарищи, которые говорили о том, смотрите, сейчас слезли эти обезьяны с ветки, сейчас приедут к нам, тут будут громить все. Или там у них другая культура, у них другая религия, какой ужас, как мы их здесь всех примем, у них другой цвет кожи, в конце концов. В этот раз оказалось, что беженцами оказались люди европейской внешности, большинство из которых говорит на втором по популярности языке в Эстонии. И как-то предыдущий шаблон, то, что мы не должны пускать этих обезьян, он больше не работает. И тут на поверхность выходит самая страшная цифра за последние несколько лет, которую я только видел. И это не цифра цены на топливо, отнюдь. Это цифра в 48%. Вы спросите, что за 48%? ЕРР провел опрос, где опросил жителей Таллина о том, что они думают о беженцах, готовы ли они их принять. И 91% эстонцев ответил, что да, готовы. 91%. В то время как среди остальных наций этот ответ был 48%.
И очень важно держать в голове то, что да, политкорректно во всех опросах всегда пишут «му», то есть другие, others. Но при этом всем нужно понимать то, что эти другие, это почти всегда только русские. Нас почти все люди, которые опрашиваются в остальных, это почти всегда все русские. И только 48% русскоязычных жителей нашей страны готовы поддержать украинцев. Людей, которые просто как две капли воды на них похожи. Люди, которых объединяет одна и та же история, одна и та же культура. Только 48% готовы принять беженцев. Люди, опомнитесь. Что с вами не так? В какой момент вы позволили себе навязать эту ненависть, эту неприязнь к украинцам, вот этой плешивой крысе Путину? В какой момент вы на полном серьезе посчитали то, что люди, с которыми десятилетиями, сотни лет вас объединяла культура и история, это ваши новые враги? Почему вы не готовы их принять? Почему их готовы принять в 2 раза больше эстонцев, чем русских? И если рассказать ужасную историю о ужасных беженцах, их с Сомали не получилось, то не волнуйтесь, заботливые люди с длинными руками вам обязательно нарисуют такую историю, потому что в первые же дни после того, как начали прибывать первые украинские беженцы, сразу стали появляться сообщения о том, что смотрите, там вот этот украинец, он заставил бедную маленькую молодую эстонку на кассе с ним говорить по-украински, на украинской мове. А вот эти украинцы поставили кого-то на коленях и заставили кричать «Слава Украине!», а там кого-то в парке пырнули и убили вообще эти ужасные украинцы. И я, как человек с мозгом, наверное, сразу почувствовал, что чем-то здесь пахнет за версту. И поспешил предупредить вас, моих читателей, о том, что это, мягко говоря, скорее всего, все фейки, не нужно в это верить. И ровно с тем же заявлением через несколько часов выходит наша полиция, которая говорит о том, что этих вещей не было в СМИ не потому, что их хотят зацензурить ужасные Delphi и Post.ms. Их не было в СМИ, потому что их не было в природе, их не происходило. И это особенно мерзко, когда причем это распространяют русскоязычные люди в Эстонии. Дорогие друзья, вам вообще нормально? То есть люди бегут от войны, люди бегут от разрушенных домов, от погибших друзей и семей. Люди бегут сюда не от лучшей жизни. И вы не просто не готовы их принять, вы еще и распространяете заведомую ложь для того, чтобы их очернить и вызвать к ним неприязнь. Для того, чтобы в кризисную ситуацию еще больше разогнать этот костер ненависти. У вас внутри ничего не ёкает. Вам не стыдно? Вы на полном серьезе их очерняете для того, чтобы вызвать к ним ненависть. Задумайтесь, что вы делаете со своей жизнью. Ну и третьей, самой главной новостью, которая произошла на фоне украинского конфликта, это стали цены на подорожание топлива, потому что Евросоюз решил отказаться от российского газа и от российской нефти для того, чтобы наконец получить энергетическую независимость. И я спросил об этом Йоко Алендер, которая является главой нашего комитета по окружающей среде при парламенте. Вот что она говорит на эту тему. But later we cut off Russian gas. So what is going to happen with our energy? When it comes to energy supplies from Russia, I think definitely we should have cut ourselves loose from that source a long time ago. Our goal was before the Russian invading Ukraine. Our goal was to do this to the year 2026. Of course, now we are looking at doing this in a quicker tempo, but of course the other issue is that we need to move away from fossil fuels in general. So of course this is two issues in a way, and also what we saw on the energy market, what we saw with our energy bills the last few months. It is also due to the fact that we have not taken science seriously enough. And we have not provided renewable energy sources quickly enough and in the amount which is needed. И мы можем сделать вывод, что на самом-то деле эту энергетическую независимость Евросоюз собирался в любом случае реализовать просто не в 2022 году, а к 2026. И весь этот переход в любом случае состоялся бы просто плавнее. В данном случае нам пришлось дергать, грубо говоря, стоп-кран.
который, естественно, вызвал подорожание цен на топливо. И сразу опять появились популисты центристской партии, которые начали выступать за то, что давайте мы снизим акциз, давайте мы сейчас снизим акциз, который понизил бы цены на топливо примерно на несколько центов, при условии, что государство от этого недополучило бы несколько миллионов. Тут мы внезапно приходим к теме урбанистики и можем поговорить о том, что, возможно, это тот самый момент, когда нам пора начать все-таки переходить к зеленой энергетике, когда мы должны начать делать Таллин действительно зеленым, когда мы действительно должны перестать ездить так много на машине, мы должны ездить меньше на машине. И, возможно, нам стоит наконец-то начать уделять внимание другим источникам транспорта. Возможно, стоит начать наконец заниматься лучше общественным транспортом. Возможно, нам наконец-то стоит вспомнить то, что велосипедисты — это часть движения, а не просто какие-то фрики на двух колесах. Возможно, это тот самый момент, потому что, по факту, чем вызван рост цен? Тем, что сырье стало менее доступным. Соответственно, условно, если мы представим, что сырье стало менее доступным там, на 10%, и от 100%, которые у нас были раньше, осталось 90%, то для того, чтобы вернуть старые цены, нам нужно снизить потребление на 10%. Давайте откажемся, каждый 10-й человек, который пользуется автомобилем, откажется от своего автомобиля. Это то, о чем я говорил уже год. То, что если мы избавимся от каждой 10-й машины, мы решим проблему экологии, мы решим проблему пробок, и мы решим проблему с парковкой. В данном случае мы еще и решим проблему с ценами на топливо. Может быть, тот самый момент, когда нам пора об этом задуматься. Напоследок хотелось бы пожелать вам оставаться в кризисные моменты людьми и всегда помнить о христианских ценностях, даже если вы не являетесь верующим человеком, потому что все мы люди, все мы совершаем ошибки, все мы ошибаемся, все мы не святые. Лучше вспомнить об этих ошибках заранее и изменить свое мнение заранее, чем потом многие годы об этом жалеть.